Здравствуйте, мои уважаемые зрители! С вами Ольга Демчук, исследователь внутреннего мира личности. Сегодняшнюю тему нашей встречи я назвала «Иду на контакт». Что такое контакт, как он происходит? Попробуем с вами сегодня разобраться. Напоминаю вам, что скоро будет школа общения, после нее 2 коннекта. Подробно можно почитать на сайте про эти проекты, но в целом они как раз-таки про контакт, и я сейчас углубленно его изучаю. Что такое быть вместе? Согласитесь, что можно идти рядом с человеком, но не быть с ним вместе. Можно обедать вместе с человеком, но не быть с ним вместе. Можно даже многие годы жить вместе с человеком, но быть с ним вместе не получается. Контакта не возникает. И на каком-то интуитивном уровне мы точно с вами понимаем, что я сейчас не вместе. Ну, самый простой пример, когда вы с кем-то общаетесь, и человек другой говорит: «Эй, ты со мной? Ты слышишь то, что я говорю?» Мы куда-то улетели, и другой тут же считывает это. Точно так же вы, когда говорите с кем-то, понимаете, что человек уже вас не слышит. Это видно по его глазам. Они не сосредоточены, а они как будто где-то витают, хотя вроде бы могут даже смотреть прямо на вас. То есть на животном уровне мы точно понимаем, мы вместе или не вместе. И понимать-то мы понимаем, а как это регулировать самостоятельно, как управлять этими процессами. Сегодня для выяснения контакта и того, что как это быть вместе, я приготовила вам 2 клетки и 2 котиков. Эта клетка пока накрыта для того, чтобы напомнить вам, что символизирует в моих роликах клетка. Когда мы говорим о личности, которая заперта в клетке, мы говорим об ограничивающих ее, обусловливающих ее неких правилах, которые она выработала за свою жизнь. То, что можно, и то, что нельзя. И поверху клетки у нас находится некая личина, которую мы демонстрируем миру. То есть внутри как бы я настоящий, есть мои правила, ограничения, и есть некая личина, которую я демонстрирую миру. И эти платки не могут меняться. То есть может быть для одного человека один платочек, для второго второй, для третьего третий. Но что-то внутри нас остается неизменным. Даже если вы подумаете про себя как про существо, живущее многие десятилетия, вы поймете, что что-то внутри как будто не меняется. Это все тот же я. А клетка меняется, и платочки меняются. Итак, у нас с вами есть 2 личности, 2 котика, каждый в своей клетке. Когда мы говорим о клетке, о том, что можно, что нельзя, то не стоит воспринимать клетку как место своего заключения, как будто ты заключен в этой клетке. Это как в зоопарке, когда тигры в клетке, то клетка, она не только является тем, что делает тигра заключенным, но также и тем, что оберегает зрителей, смотрящих на тигра от тигра. Вот точно так же эта клетка. Она, с одной стороны, форматирует нас, но с другой стороны, она защищает мир от нас. Если мы не будем ограничены правилами, то если нам что-то не понравится, мы сразу будем бить другого по голове. Или же будем орать на него, требовать его. А эта клетка, эти правила, они нам помогают социализироваться. И наша клетка, она как раз-таки сдерживает наши эмоции. То есть когда мы с вами начинаем бурлить своими эмоциями, то эти правила, которые мы уже присвоили себе, не стали частью нас, они начинают нас тормозить, начинают нас сдерживать. И это сдерживание, оно всегда будет восприниматься человеком как насилие над собой. Это действительно насилие, но насилие иногда во благо самому человеку, чтобы он не разрушил свою жизнь. Итак, у нас 2 клетки, 2 человека, 2 личности. Когда мы встречаемся с другим человеком, мы встречаемся вот этими клетками.
И расстояние между нами может быть разное. На каком-то интуитивном уровне вы тоже можете прямо ощутить, пощупать, найти то расстояние, на котором вы находитесь с тем или другим человеком. То есть вы можете быть ближе к человеку или же дальше от человека. И это расстояние, оно исторически складывается. Ну, например, мне по роду своей службы, из-за своей профессии, мне приходится держать дистанцию, например, со своими клиентами, и эта дистанция мне необходима для работы. С близкими моя дистанция будет гораздо меньше, с друзьями. А с очень близкими людьми я буду соприкасаться. То есть вот это соприкосновение двух личностей. Когда мы с вами входим в контакт с другим, то мы всегда будем искрить этими клетками. То есть у каждого из нас клетка – это символ нашего мировоззрения. То есть каким я представляю мир. Вот мой правильный мир такой, моя клетка правильная, а твоя клетка неправильная. И у нас вот это вот обесценивание других людей происходит именно в момент, когда мы сравниваем собственную клетку с чужой. Но когда мы понимаем, что наша клетка – это клетка, а не весь мир, и мы не истина в последней инстанции, то осуждение и претензий к другим становится гораздо меньше. И вот это общение на клеточном уровне, от слова «клетка», вот именно эта клетка на клеточном уровне, когда мы не можем воспринять свою клетку, то мы начинаем воспринимать миры других как неправильные. Если мы понимаем свою субъективность, свою клетку, то в контакте нам гораздо легче не предъявлять претензий. И попытка другого человека установить правила своей клетки будет восприниматься нами как насилие над нами, как принуждение делать не то, что нам хочется. И когда, например, мы разговариваем с другим, то мы общаемся из своей клетки. Мы описываем не мир, не событие, а свое восприятие этого. То, как он отображается из нашей клетки, как мы его видим из нашей клетки. И когда мы с вами входим в контакт с другим, у нас в этом контакте будет происходить бессознательная конкуренция. То есть чей контакт? Чей это контакт больше? Мой или твой? Кого больше в этом контакте? Тебя или меня? То есть когда я вхожу в контакт, то я фактически, вот пусть этот небольшой столик будет пространством нашего контакта, то я тебя как бы выпихиваю, когда мы говорим про меня. Тебе как будто нету места в нашем контакте. И мы так тоже интуитивно на физиологическом уровне ощущаем, когда нас вытолкнули из контакта. Больше всего мы это ощущаем, когда кто-то игнорит нас, обижается на нас. То есть он показывает: в моем мире для тебя места нет. И нам это сложно переживать, потому что у нас возникает ощущение, что нас отменили. Хотя на самом деле человек отменил нас внутри своего мира. Не в целом, а внутри своего мира. И вот это пространство контакта попеременно можно захватывать. Это пространство, где живу я, а ты где-то сбоку припеку на вторых ролях. Или в этом пространстве живу теперь я, теперь ты сбоку припеку. Когда мы с вами говорим о таких процессах, которые принято называть в психологии слияние или проекция, мы можем это легко понять из наших клеточек. Когда мы говорим о слиянии, то мы говорим о том, что я перешла жить в мир другого человека. То есть слияние – это когда я живу уже здесь. У меня своего мира нету, своей зубной щетки нету, у нас одна зубная щетка на двоих. Одни носки на двоих или там еще что-то. То есть я вошла в слияние, я отменила себя. Я думаю, что вы тоже можете вспомнить из юности или даже из свежих каких-то событий, когда вы начинали жить как будто жизнью другого человека, его ценностями, его правилами.
И когда свой мир, своя клетка не очень нам нравится, то мы тогда как будто перебегаем жить в другой мир, как будто примеряем чужую одежду, которая не наша, но мы пытаемся на себя ее нацепить и в ней жить и считать ее своей. Когда мы говорим с вами о проекции, то мы с вами говорим о том, что я испытываю здесь, внутри клетки, свои какие-то эмоции, но ответственным я назначаю другого. То есть это невозможность присвоить авторство своих эмоций себе. Это когда я из-за кого-то испытываю эти эмоции, не я их вырабатываю внутри, а ты спровоцировал меня на испытание этого. Наша голубая мечта – это чтобы другой стал обслуживающим персоналом своей клетки, чтобы он вообще со своим миром шел куда подальше, а для нас он стал средой обитания. Вот мы с вами вышли из утробы, и там мы плавали в водичке, во внутриутробной жидкости. И желательно, чтобы другой был средой, то есть другой, чтобы стал функцией, стал предметом, чтобы он стер свою личность и стал как будто обслуживающим персоналом в нашей клеточке. То есть он обслуживает нас. У него своей жизни нету, своего мира нету. И действительно так делает наша мама, когда мы рождаемся. У нее своей жизни нету, она озабочена этим кричащим комочком. И так бы нам хотелось, чтобы другой был обслуживающим персоналом у нас. И поэтому в контакте мы абсолютно бессознательно будем стремиться к этому. И если человек слишком клеточный, то он нежелание другого стать обслуживающим персоналом своего мира будет воспринимать как атаку, как нападение, как отвержение. Ты должен отменить себя. Если ты отменять себя не хочешь, то ты меня отвергаешь. Если ты не хочешь признавать правила моей клетки правильными правилами, то тогда ты неправильный. Или ты тоже меня атакуешь. То есть чем у человека больше отрицания того, что он живет в клетке, тем больше у него будет проблем непосредственно в контакте. Человек будет в контакте искрить, эмоционировать, и контакт с другим будет ему весьма и весьма тягостный. Потому что эмоций будет много, значит, или же придется их сдерживать ценой неимоверных усилий, или же проявлять эти эмоции и, конечно, обвинять другого в том, что это он спровоцировал. Потому что другой, он становится как будто способом или причиной нашей встречи с собой. То есть мы живем, и как будто у нас этого нет, а появляется другой, мы как будто про себя очень много нового узнаем. Что у нас на самом деле там во внутреннем мире. Там это все как будто было где-то спрятано, но присутствие другого всегда слишком выявляет нас перед самим собой. Мы себя обнаруживаем. Особенно если другой умеет держать границы. То есть вот это умение держать границы, это как раз-таки про то, что я не могу тебе навязать правила своей клетки. И когда говорит другой: не-не, мне не нужны твои правила, ты живи как хочешь, по своим правилам, в своей клетке, а мне не надо это навязывать, то человек всегда в этот момент задается экзистенциальным вопросом: правильно ли я живу? И чаще всего делает вывод: этот черный кот неправильный, у меня все отлично с моими правилами, это ему надо в своей клетке что-то менять. И для того, чтобы понять, как быть вместе, как создать контакт, нам необходимы все эти знания, потому что все это будет мешать. То есть это наш природный эгоцентризм, природное желание сделать другого обслуживающим персоналом своего мира будет мешать нам быть вместе. И именно неузнавание своей клетки и порождает множество претензий к миру и к другим людям. То есть, когда мы с вами говорим про контакт, про вместе, мы говорим про вместе не только с конкретным человеком. Мы говорим, например, вместе в коллективе, работать вместе в коллективе, коллективно добиваться результата. Но мы говорим даже и о большем, вместе с этим миром.
То есть в каких отношениях я состою с этим миром. Я вместе с ним или я отдельно. Я признаю этот мир и его причинно-следственные связи, или же я в протесте с миром, я в противостоянии с миром, и я не получаю то, что я хочу, но я не готова пересматривать и обнаруживать свою клетку. Моя клетка и есть мир, а это все так, ерунда, матрица. И когда мы с вами идем именно в процесс вместе, то фактически мы с вами должны создать некое третье пространство. Вот это третье пространство символизирует эта коробочка. Она стоит, вы думаете, зачем она ее поставила? Вот для этого и поставила. Это наш контакт вместе. Вот давайте вспомним, как мы в компаниях со своими друзьями вспоминали то, что мы переживали вместе. Например, какую-то поездку. Или же произошел какой-то случай, мы вместе там что-то делали. Вместе жарили шашлыки. Или же вместе, не знаю, красили стены или клеили обои. Или же вместе делали какой-то проект. Вот это вот вместе, это пространство не в моей клетке, не в твоей клетке, а совсем иное. И вот это пространство вместе может не появиться ни в дружбе, ни в семье, ни в коллективе. То есть человек может быть в коллективе или выйти замуж, жениться, но будет продолжать жить в своей клетке, и это пространство вместе не создастся. И тогда рядом с близкими людьми создается ощущение, что это чужой человек, хотя бы давно вместе. Я как руководитель групп, я думаю, вы знаете, проходит «Сталкер», это группа психоаналитическая, наблюдаю эти групповые процессы и очень хорошо ощущаю это на практике, что такое быть вместе или нет. То есть человек может прийти в группу, и он не торопится перейти в пространство группы, чтобы вместе рассуждать над чем-то. У него есть какое-то свое особенное мнение, группа обсуждает одно, он говорит другое, группа уже сделала второй и третий шаг для того, чтобы раскрыть эту тему, а человек появляется и говорит что-то свое. То есть он боится выйти из этой клетки, как будто он в этот момент потеряет свою индивидуальность. Он действительно потеряет, но не индивидуальность, а царство имени себя. Потому что развитие внутри клетки невозможно. Внутри клетки все одно и то же. И вот это наша скука, однообразие, это когда мы живем по законам, одним и тем же законам одной и той же клетки. Для того, чтобы в моей жизни что-то поменялось, ну хотя бы клеточка стала побольше, мне надо побыть вот в этом не моем пространстве. Вот возможность обучаться, постигать, получать новые знания возможно только вот тут. Вот, например, как я блогер, который рассказывает вам о внутреннем мире. Да, один из сотен тысяч блогеров, или, может быть, даже миллиона, уже, наверное, блогеров, который рассказывает вам о внутреннем мире. И я говорю, выходи из клетки, давай тут порассуждаем с тобой о твоем внутреннем мире, о нашем человеческом внутреннем мире, как у нас там все устроено. И если человек, например, слушает меня и спорит, доказывает, это неправильно, то он тут и остался. Он даже не попытался сюда переместиться. А вот когда человек все-таки говорит, ну хорошо, давай пойдем в это пространство, потому что я же вам не рассказываю, как жить. Я говорю, мир вот такой, да, я его так вижу. Посмотри на мир через мои глаза. И так делает каждый из нас. Ну, некоторые навязывают свой мир, а некоторые говорят, посмотри на мир через мои глаза. И вот когда мы, например, на группе «Сталкер», в любой компании, в любом общении, в браке, в дружбе и так далее, в коллективе, мы создаем это общее пространство, то в этом общем пространстве только и возможен обмен, только и возможно вместе, когда мы вместе что-то делаем. В этом вместе человек не тулит, есть такое слово хорошее, свои правила, не навязывает всем, как жить, не рассказывает всем, как правильно и что делать. Он в этом пространстве создает некий продукт вместе, который нужен и этому человеку, и этому. Вот на группе «Сталкер» мы вместе создаем ментальные какие-то конструкции, какие-то гипотезы.
Мы делаем вместе ментальные исследования. И в этом вместе, если человек смог выйти из своей клетки, не навязывать свои правила и обесценивать все остальное, он выходит обновленным. То есть он действительно возвращается уже другим. Семья. В семье, когда я сижу в своей клетке, а тебя, например, считаю твою клетку неправильно, да, такая высокомерная неправильность. И другой, мой, например, там супруг или друг мне говорит: эй, давай вместе что-то сделаем, вместе побудем. И я вот так вместе, со своей клеточкой. То есть не вместе с другим, а внутри своей клеточки, хотя и рядом с другим. Или же это я, которая зовет своего супруга: давай вместе, будем вместе. Вот вы тоже, если прислушаетесь к себе, то вы поймете, что вы могли выйти замуж, там, жениться, начать отношения, но вместе вы начали быть гораздо позже. Даже со своими детьми, со своими друзьями. Вот этот вот щелчок, когда идет вместе, идет общение без клетки. То есть когда ты перестаешь этого человека хотеть обстругать под себя. И если человек очень клеточный, то есть очень зацикленный на себе, для него быть вместе — это будет жертвование собой. То есть он будет воспринимать это как акт самопожертвования. То есть: вы чего, вы должны обслуживать мой мир, чего это должен вместе что-то делать? Как люди приходят на работу, и они не делают что-то там на благо коллектива, на благо организации, а они приходят просто получить зарплату и отбыть. И от таких людей нету отдачи, как будто вода течет, а на них она останавливается, энергии коллектива. И если человек слишком клеточный, клетку свою не узнает и знать про это ничего не хочет, то он может даже выйти сюда, но будет воспринимать это как неимоверный подвиг, который он совершил. Вот я пожертвовал собой. В общем, интересная тема про вместе, про контакт, про рядом, про то, как это создавать. Об этом подробнее будем говорить на школе общения. И потом на 2 проектах Connect 1 и Connect 2, где будет только одна практика. Так что приходите, вся информация есть на сайте. А вас я попрошу написать, что для вас контакт с другим, что для вас быть вместе. Попробуйте не опираться на то, что я говорила, или же как бы принять к это сведению, но все-таки спродуцировать какую-то свою оригинальную мысль, позволить другим через ваши глаза посмотреть на этот мир. Не бойтесь полета своей фантазии, когда вы будете формулировать, что такое контакт или что такое быть вместе. Выберите, что вам ближе. Попробуйте отпустить любую цензуру или любые Википедии, которые вы читали, и быть абсолютно оригинальным. И таким образом мы с вами создадим, зажжем на небе звезды. Каждый из вас поделится, другие почитают, и мы таким образом создадим это пространство, где мы будем вместе. Мы будем делать вместе общее дело, рассуждать о том, что такое контакт. Я с вами прощаюсь. До встречи.